Почти 800 тысяч астероидов на огромной скорости вращаются вокруг Солнца. Это куски камня разного размера, которые остались после формирования планетной системы. Казалось бы, ничего интересного. Тем не менее, астероиды регулярно взрывают интернет. Небесные камни подозревают в намерении столкнуться с Землей и уничтожить наш мир. Практически каждую неделю появляется новость, что к нам летит астероид размером с автобус, торговый автомат, половину или даже целого жирафа. Их называли убийцами городов и планет, богами хаоса, скалами Армагеддона. Одна из самых громких историй произошла с астероидом, похожим на зловещий человеческий череп. Он стремительно приближался к Земле во время празднования Хэллоуина. Такие мистические совпадения многие восприняли как зловещий знак. Всемирная катастрофа казалась неотвратимой. Действительно, ужасный череп подлетел к Земле на расстояние 490 тысяч километров всего на 150 тысяч километров дальше Луны. И благополучно отправился дальше в путь, как все автобусы, жирафы, боги хаоса. Но, конечно, угрозы, которые представляют собой астероиды, реальны. В истории нашей планеты известны примеры катастрофических столкновений с небесными камнями. Чтобы такого не повторилось, астрономы ищут и изучают самые опасные астероиды. Давайте осмотрим этот арсенал небесного оружия, которое природа может направить против нас. Чем грозит Земле небесный камень с причудливым гребнем, как у варана? Смогут ли спасти от катастрофы фантастические зеркальные пчелы? И какой астероид вместо врага станет настоящим клондайком для космических путешественников? Перед тем, как это выяснить, просто в очередной раз полюбуемся великолепием ночного неба. Если повезет, увидим падающую звезду. Значит, еще один мелкий осколок небесного камня, метеорит, сгорел при входе в атмосферу. Шанс увидеть это яркое зрелище достаточно высок. По данным НАСА, на Землю ежедневно падает около 48,5 тонн метеоритов. Заметив какой-нибудь из них, по традиции нужно закрыть глаза и загадать желание. Но если звезда становится все больше, превращаясь в огненный шар, лучше подумать о безопасности. Возможно, атмосферу Земли прорвал смертельно опасный астероид. Хотя, не бойтесь, вероятность такого сценария ничтожно мала. Небесное тело, примерно как автомобиль, по оценкам Международного института планетологии, сталкивается с нашей планетой где-то раз в год. При попадании в городскую застройку он способен уничтожить здания и разбить стекла в соседних домах. Не так уж трагично. По-настоящему опасные огромные астероиды, по мнению ученых, прилетают к нам не чаще, чем раз в 2000 лет. Это огромный временной период. Но он не исключает того, что какой-то гигант решит заскочить к нам на огонек прямо сейчас. Во время просмотра этого видео, что тогда будет с нами и в целом с Землей? Отчасти ответ дает прошлое планеты. В феврале 2013 года ослепительный огненный шар пронесся по зимнему небу недалеко от города Челябинск, на юго-востоке России. Ближе к поверхности он засиял, отражаясь от снега миллионами огней, а затем взорвался на высоте около 30 километров, на время затмив безумным светом Солнца. Ударная волна от взрыва высвободила примерно в 10 раз больше энергии, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Она выбила окна в тысячах зданий, сорвала крыши с домов. Ранения получили более 1400 человек. И это, можно сказать, еще повезло. Челябинский астероид размером с теннисный корт двигался под довольно широким углом, а значит взорвался достаточно высоко над поверхностью планеты. Прилетев по более крутой траектории, он нанес бы гораздо больше вреда. 100 годами ранее в Землю попал более страшный небесный снаряд. В 1908 году астероид шириной 50-60 метров, что примерно соответствует размеру Олимпийского бассейна, взорвался над Восточной Сибирью, недалеко от реки Тунгуска. Удар повалил 80 миллионов деревьев на площади свыше 2150 квадратных километров. Очевидцы вспоминали, что безумный взрыв вызвал мощные подземные толчки, а ударная волна
подбросило людей высоко в воздух. Астероид, который назвали Тунгусским метеоритом, был лишь в 2 раза шире Челябинской скалы, но в 10 раз массивнее. Следовательно, гораздо больше энергии высвободилось при его взрыве в атмосфере. Хорошо, что район был почти не обжит, потому число разрушений и пострадавших людей оказались минимальными. Однако при подобном событии над большим городом все оказалось бы более трагичным. Астрономы создали онлайн-инструмент, который позволяет изучать возможные воздействия астероидов в разных частях мира. В нем учитывается размер камня, материал и его свойства, скорость, высота взрыва. Не менее важен угол, под которым небесная глыба войдет в атмосферу. Под пологим углом астероид будет дольше лететь через атмосферу и разрядит часть энергии. Удар перпендикулярно поверхности Земли даст более разрушительный эффект. Онлайн-модель показала, что при падении астероида размером с Тунгусский метеорит, например, в центр Лондона, разрушения коснутся даже самых отдаленных пригородов. Хотя полного уничтожения мегаполиса не наступит. Однако ущерб будет намного серьезнее при падении не каменного, как Тунгусский, а более плотного металлического астероида. В этом случае Лондон может полностью исчезнуть с лица Земли. Какие бы последствия наступили при попадании в мегаполисы более крупных астероидов? Вот что показывают модели ученых. 100 метров. При попадении на город такой шальной скалы размером с футбольное поле ситуация станет драматичнее. Она образует кратер практически при любых других параметрах. Взрыв уничтожит здание на расстоянии 15 километров, а окна разобьются в радиусе 100 километров. Вокруг места катастрофы возникнут сейсмические толчки и распространят разрушение еще дальше от эпицентра. Обломки, выброшенные в воздух силой удара, вернутся обратно на территорию в радиусе нескольких километров, а более мелкая пыль и грязь зависнут в воздухе, пока ветер не разнесет их на большие расстояния. На месте столкновения астероида с Землей вспыхнут пожары. Все это неминуемо приведет к значительным человеческим жертвам. 150 метров. При ударе астероида диаметром 150 метров, как футбольный стадион, последствия окажутся на порядок хуже. Кратер, образовавшийся в результате столкновения, будет иметь ширину более 1,6 километров и глубину более 370 метров. При попадании в середину Лондона окна разобьются на всем юго-востоке Англии. Но намного страшнее то, что в центре мегаполиса все погибнут из-за смертельной силы удара, а также взрывной волны. Визит еще более крупной скалы диаметром 800 метров, примерно со спортивный городок, может стать по-настоящему разрушительным. Подобный астероид пробьет кратер шириной более 11 километров и глубиной свыше 600 метров. Разрушительные толчки силой 7,4 балла по шкале Рихтера будут ощущаться на расстоянии 500 километров от места удара. Взрывная волна разобьет окна более чем в 1500 километрах вокруг. Если Лондон окажется эпицентром событий, без стекол окажутся окна зданий даже во Франции и Нидерландах. Но особенно ужасно то, что сотен тысяч жертв при данном сценарии не избежать. К счастью, вероятность падения какого-либо космического камня в густонаселенный район крайне мала. 70% Земли покрыто океанами, и, скорее всего, небесный снаряд окажется в его водах. Если он нырнет куда-то на глубину, мы не испытаем никаких последствий. Однако при падении на мелководье гигантское разрушительное цунами накроет прибрежный район. Для того, чтобы устроить конец света, астероид должен быть намного больше. И мы знаем, что подобный горький опыт в истории нашей планеты уже был. Конечно, речь идет об огромной небесной скале, которая 66 миллионов лет назад в юрский период уничтожила динозавров. Ну и заодно еще 80% других видов существ, о которых почему-то вспоминают гораздо реже. Гигант с самого начала был заточен на безумный удар. Глыба диаметром 12 километров и весом в несколько триллионов тонн
Вулкан влетела в атмосферу планеты под самым разрушительным углом. Гравитация Земли притягивала ее все сильнее, разогнав до фантастической скорости 20 км в секунду. Астероид, как поршень, ежесекундно сплющивал перед собой 20-километровую колонну воздуха. Одну за другой все плотнее и плотнее. Этот процесс наряду с трением разогрел небесное тело до десятков тысяч градусов. Все вокруг засияло во много раз ярче Солнца. Астероид врезался в Мексиканский залив недалеко от северного берега полуострова Юкатан. Энергия, выделенная при образовании кратера, была равна удару примерно 10 миллиардов сброшенных на Хиросиму атомных бомб. За секунду астероид пробил земную кору, образовав пропасть шириной 180 километров и глубиной до 20 километров. Весь земной шар при столкновении зазвенел, как тысячи колоколов. Когда взорвался вулкан Кракатау в Индонезии, в 70 километрах от него у половины команды на одном судне полопались барабанные перепонки. Взрыв от падения астероида был в миллион раз мощнее. Сразу во все стороны быстрее скорости звука помчались ударные волны. Даже в сотнях километров от кратера они живьем сдирали кожу с животных, поднимали их в воздух. Самые тяжелые динозавры летали, как надувные шары. При прохождении сквозь атмосферу раскаленный астероид вызвал огромные пожары. Вдобавок, удар поднял в небо 15 триллионов тонн породы. Небольшая ее часть унеслась в открытый космос. Все остальное, включая валуны размером с дом, начало падать с орбиты обратно. В то же время с неба пролился стеклянный дождь из сферолитов, шариков раскаленной породы диаметром около 5 мм. Каменный град и кипящий стеклянный ливень уничтожили неисчислимое количество животных. Вслед за этим из океана поднялось чудовищное цунами высотой до 100 метров. Чтобы немного представить себе его размер, вспомним разрушительное цунами 2011 года в Японии. Тогда высота волн едва достигала 10 метров. Несмотря на это, пострадало практически все островное государство, а гигантские небоскребы из воды, вызванные падением астероида, проникли вглубь суши на тысячи километров. Взрыв также спровоцировал серию ужасных землетрясений силой до 11,2 балла. Толчки были приблизительно в 50 раз сильнее, чем при любом из известных нам землетрясений. Планету так сильно трясло, что пробудились и начали извергаться все вулканы. Вскоре Землю залили кислотные дожди, ведь среди прочих пород в тропосферу выбросило несколько сотен миллиардов тонн соединений серы. Неделями по всей планете с неба лилась серная кислота. Она отравила почву и водоемы, убив бесчисленное количество морских животных, а также обитателей мелководья, океанов, озер и рек. После извержений вулканов пыль, пепел и сажа плотным покрывалом окутали наш мир, не пропуская свет и тепло. Даже в полдень было темно, как лунной ночью. Температура упала на 28 градусов по Цельсию. Наступила ядерная зима. В таких условиях размножались только грибы и плесени, которые питались продуктами гниения. Животные лишились воды и пищи. Земля, усеянная трупами, в то время наверняка представляла жуткое зрелище. Страшно подумать, сколько миллиардов людей и животных может уничтожить такой астероид на нашей густонаселенной планете сейчас. Хотя, по заверениям ученых, в обозримом будущем это нам не грозит. Однако астрономы не исключают падения менее гигантских, но очень вредоносных небесных киллеров. На основе данных космического телескопа WISE в НАСА выделили 4700 потенциально опасных небесных тел диаметром более 100 метров. Также определены те из них, которые представляют наибольшую угрозу. А вот топ-5 космических камней, способных устроить настоящую бойню в нашем мире. 5-е место. 1975 ХБ. Он только открывает топ, но астрономы считают 1979 ХБ очень коварным. Этот астероид размером 660 метров и массой 390 миллионов тонн обнаружен в 1979 году. А через несколько лет он исчез из поля зрения телескопов и до сих пор не найден. По этой причине орбита 1979 ХБ плохо изучена. И кто знает, откуда, в какое время он выскочит, какие может преподнести сюрпризы.
Насколько смогли выяснить астрономы, возможно столкновение 1979 ХБ с Землей 14 декабря 2113 года с вероятностью лишь 1 к 1,8 миллионам. Однако удар будет ужасным. Столкновение огромного астероида с Землей высвободит энергию, эквивалентную взрыву 30 миллиардов тонн тротила. Тогда глобальной катастрофы на планете не избежать. Следующим в нашем топе идет астероид 2007 FT3. Он тоже считается потерянным, а потому особенно опасным для Земли. Астрономы обнаружили астероид в 2007 году и в том же году перестали его видеть. Впрочем, за это короткое время ученые успели выяснить, что 2007 FT3 совершает оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Он максимально удаляется от светила на 221 миллион километров и приближается на 117 миллионов километров. При этом астероид летит с огромной скоростью 24,8 километров в секунду. Точный размер небесного тела неизвестен, но исходя из расчетов, это настоящий гигант. Его ширина, вероятно, составляет от 266 метров до 594 метров, а масса 55 миллионов тонн. И эта глыба может пойти на таран с Землей совсем скоро, в 2024 или 2030 году. Шансы на столкновение оцениваются как 1 к 10 миллионам. Если 2007 FT3 врежется в Землю, высвободится энергия, эквивалентная взрыву 2,6 миллиардов тонн тротила. Этого достаточно, чтобы нанести огромный нам региональный ущерб. Но масштабного катаклизма не произойдет. В середине топа оказался один из самых свежих астероидов – 2023 TL4, который астрономы засекли в 2023 году. Он сразу попал в особо опасное. Это небольшой околоземный астероид размером 330 метров и массой 47 миллионов тонн. У него очень редкая, сильно вытянутая орбита, из-за чего при движении вокруг Солнца астероид пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. На основе наблюдений за период с 8 по 19 октября 2023 года астрономы рассчитали вероятность столкновения 2023 TL4 с нашей планетой. Она составляет 1 к 181 тысяче. Время возможного столкновения 10 октября 2119 года. В случае удара 2023 TL4 высвободит энергию, эквивалентную 7,5 миллиардов тонн тротила. При этом будут уничтожены целые города и регионы. Второе место – 1950 Да. Ученые нашли этот небесный камень еще в 1950 году, а затем потеряли практически наполовину века. Когда он вновь появился в поле зрения телескопов, астрономам удалось более подробно изучить 1950 Да. Это крупное небесное тело размером 1,3 километра и массой 76 миллионов тонн. Астероид имеет рыхлую структуру, он состоит из обломков различных небесных тел с высоким содержанием железа и никеля. А металлические астероиды обладают огромной кинетической силой удара. По расчетам астероидов, возможно столкновение 1950 Да с Землей 16 марта 2880 года. Шанс события довольно высок и составляет 1 к 3400. Мы скрестим пальцы за наших потомков, чтобы этого не случилось, иначе событие высвободит энергию, эквивалентную 75 миллиардам тонн тротила. Это спровоцирует глобальную катастрофу, которая кардинально изменит климат и даже может уничтожить человечество. Во главе рейтинга стоит околоземный астероид 101955 или Бенну, открытый в сентябре 1999 года. Это гигантский космический снаряд размером полкилометра и массой 74 миллиона тонн. Он мчится по пространству с огромной скоростью, делая оборот вокруг Солнца каждые 6 земных лет. Бенну, вероятно, происходит из внутренней части пояса астероидов, полной таких камней, как он. Однако это не просто неприметный кусок скалы. Космический корабль Osiris-Rex B NASA, побывавший у астероида, сделал много великолепных снимков опасного небесного тела. Вдоль экватора Бенну расположен удивительный нарост, похожий на гребень. Он состоит из мелкозернистых частиц измельченной породы – реголита. Возможно, частицы скопились в одной области и образовали гребень из-за низкой гравитации и быстрого вращения астероида.
Впрочем, это не главная достопримечательность небесного камня. Если повезет, космические путешественники увидят невероятные фейерверки Бенну. Только это будут не яркие и разноцветные небесные огни. Астероид стреляет вверх пылью и камнями размером до 10 сантиметров. Ученые предполагают, что эти струи могут вызывать сбросы теплового напряжения, выделение водяных паров либо удары метеоритов. Бенну считается наиболее опасным для нашей планеты, но, к счастью, не в ближайшее время. По подсчетам НАСА, астероид приблизится к Земле 24 сентября 2182 года. Вероятность его столкновения с нашей планетой составляет 1 к 2700. Если это случится, энергия удара окажется эквивалентна взрыву 1,4 миллиарда тонн тротила. Безумный взрыв вызовет крупные региональные разрушения. При попадании в густонаселенный район он, вероятно, станет причиной гибели миллионов людей. Однако к глобальному опустошению планеты это не приведет. Чтобы тщательно изучить астероид, в НАСА отправили к нему космический корабль «Осирис-Рекс». Ученые надеются не только лучше понять его потенциальную угрозу, но и узнать тайны юности нашего мира. Бенну очень старый астероид. Материал, из которого он образовался, датируется не менее чем в 4,5 миллиарда лет. То есть его формирование произошло примерно в одно время с зарождением Солнечной системы. В октябре 2020 года Осирис-Рекс начал забор материала астероида. Оказалось, что поверхность небесного тела удивительно пористая, потому зонд не смог в нее глубоко окунуться. В сентябре 2023 года аппарат вернулся к Земле и скинул капсулу размером с мини-холодильник, где было 250 граммов камней и пыли с астероида. Ученые сразу же начали исследование образцов. А космический корабль «Осирис-Рекс» тем временем отправили к небесному камню, который не вошел в наш топ. Тем не менее, без него путешествие к самым опасным астероидам было бы неполным. Речь идет о сравнительно небольшом Апофисе шириной 340 метров и массой 27 миллионов тонн. Еще недавно он был настоящей звездой интернета. Апофис, обнаруженный в 2001 году, почти 2 десятилетия возглавлял рейтинги самых рискованных астероидов. Периодически наступала настоящая паника после сообщений о его скором падении на Землю. В 2021 году зловещая слава астероида внезапно померкла. Тогда Апофис сблизился с Землей на 17 миллионов километров. Это примерно в 44 раза дальше Луны, но достаточно близко для астероидов. Астрономы не упустили шанс и тщательно изучили глыбу с помощью и 70-метровой антенны комплекса дальней космической связи Goldstone. Исследователям удалось очень точно определить орбиту Апофиса. Новые данные показали, что и в 2068 году каменный гость не врежется в Землю, как предполагалось ранее. Он благополучно разменется с нашей планетой. И все же, некоторые астрономы уверены, что угрозу от Апофиса рано списывать со счетов. В 2029 году он подойдет к Земле буквально вплотную, на расстоянии 32 тысяч километров. То есть астероид окажется ближе, чем геостационарные спутники, и будет хорошо виден невооруженным глазом. Но кто даст гарантию, что на траекторию небольшого Апофиса при этом не воздействуют какие-то силы? Астрономы полагают, что даже давление солнечного света может все испортить, и астероид все-таки столкнется с Землей. В то же время из глубин галактики к нам могут пожаловать межзвездные каменные скитальцы. Правда, они посещают наш регион крайне редко. В последние годы отмечены лишь 2 межзвездных гостя – Оumuamua в 2017 году и комета Борисов в 2019 году. Может показаться, что они вообще редко прилетают в Солнечную систему. На самом деле каменные пришельцы появляются на окраинах тысячами. Согласно новому исследованию американских ученых, их тормозит облако Оорта, которое оказалось гораздо более активным, чем предполагалось. Это ореол из триллионов ледяных комет на самом краю нашей звездной системы. Он отдален от Солнца на 50-100 тысяч световых лет.
Гравитации нашего светила едва хватает, чтобы удерживать облако Оорта на своей орбите. Когда другая звезда проходит недалеко от Солнца, некоторые объекты этого ореола частично отбрасывает во внутреннюю часть нашей планетной системы. Тогда они превращаются в долгопериодические кометы, а межзвездные объекты в основном выкидывают обратно в космос. И, что важно, ни один из них не падал на Землю. По крайней мере, на сегодняшний день не обнаружено следов далеких пришельцев. Астрономы умеют отличать своих от чужаков. Далекие астероиды имеют гиперболическую орбиту. Это означает, что на своем пути они минуют Солнце, выходят опять в межзвездное пространство и никогда не возвращаются назад. В отличие от них, у объектов облака Оорта орбитальный путь замкнут. Эти камни могут путешествовать в самые отдаленные регионы космоса, но гравитационно связаны с Солнцем. Но мир астероидов настолько разнообразный и непредсказуемый, что это еще не все. Земле также угрожают более изощренные каменные враги. Космическим путешественникам не придется искать их в отдельных областях Млечного Пути. В отличие от межзвездных гостей, они могут скрываться буквально у нас за углом. Эти небесные глыбы умело маскируются в ярком солнечном свете. Любая из них размером более 50 метров в поперечнике способна прорвать атмосферу Земли и нанести неожиданный удар. Так случилось с Челябинским астероидом, с которым мы уже познакомились. Он считается крупнейшим естественным космическим объектом, попавшим в атмосферу Земли за последние 100 лет. Однако астрономы его не заметили. Прибыв со стороны Солнца, камень до последнего оставался скрытым в слепой зоне планеты. Но неужели такие астероиды современные обсерватории совсем не видят? Проблема в том, что космические телескопы в основном смотрят на ночную сторону планеты. Это помогает аппаратам избежать разрушительного солнечного света и радиационного повреждения. Наземные телескопы сталкиваются с еще большими ограничениями. Перед уходом Солнца за линию горизонта открывается короткое окно возможностей обнаружения скрытых в лучах звезды астероидов. У астрономов есть менее 30 минут, чтобы обследовать нужную область неба. Затем светило опускается за горизонт, и астероиды полностью исчезают из видимости. В течение этого короткого периода ученым нужно заглянуть сквозь атмосферу Земли, которая заставляет свет от далеких объектов мерцать и рассеиваться. Газы в атмосфере также поглощают многие длины волн инфракрасного света. Вряд ли такой метод эффективен для обнаружения маленьких, темных, быстро движущихся небесных камней. Тем не менее, их потихоньку удается рассмотреть. В 2022 году астрономы обнаружили одного убийцу планет, прячущегося за Солнцем. Это 2002 AR-7, чудовище шириной в 1,5 километров с причудливой орбитой. Она и делала гигантскую небесную скалу практически невидимой для телескопов. Ученые выяснили, что в настоящее время 2022 AR-7 для нас безопасен. Со временем его орбита будет меняться, приближаясь к Земле. Впрочем, если столкновение с ними случится, то через тысячи лет. Астрономы уже близки к тому, чтобы засечь в ярком солнечном свете еще несколько околоземных астероидов. Но это по-прежнему очень мало, поскольку сотни тысяч их может прятаться от нас в лучах светила. Для более эффективных поисков таких астероидов НАСА решила отправиться в космос. В 2009 году на орбиту был запущен широкий инфракрасный обзорный телескоп WISE. Инструмент предназначен в том числе для изучения астероидов и комет, чьи маршруты пролегают рядом с Землей. Для этого необходимо, чтобы температура детектора обсерватории была очень низкой. Тогда инфракрасный телескоп получает четкие изображения и видит очень слабые объекты. WISE охлаждался жидким водородом. В 2010 году он закончился, и телескоп начал теплую часть своей миссии под названием NEOWISE. Она вылавливает крупные и темные объекты в околоземном пространстве, дополняя данные наземных телескопов видимой области света. Но мало найти потенциального противника. Важно как следует подготовиться к нападению и при необходимости быстро его отразить. Исследователи из разных стран десятилетиями занимаются этой проблемой. Они предлагают эффективные и порой достаточно незамысловатые проекты заградительных сооружений.
Что если взять условную космическую кисть и просто покрасить опасный астероид? У вас, конечно, возник вопрос, как это поможет предотвратить катастрофу. Чтобы стало понятнее, ученые хотят продемонстрировать эффектность своего проекта на примере астероида Бенну. К нему отправят специально разработанный беспилотный корабль. Аппарат будет запрограммирован на покраску примерно половины космической скалы в светлый цвет. В качестве краски предлагается использовать особо стойкий диоксид титана. Белый цвет изменит тепловые свойства астероида, и он начнет отражать в космос больше солнечных частиц. В итоге Бенну перейдет на другую орбиту. Специалисты постараются, чтобы она пролегла как можно дальше от Земли. Или можно устроить какому-нибудь астероиду крутую парусную регату, только бы он держался подальше от нас. Исследователи предлагают прикрепить к астероиду солнечный парус и использовать энергию излучения светила для корректировки его орбиты. Впрочем, скорее всего, понадобится два паруса. Больший из них, параболический, будет постоянно обращен к Солнцу. Он направит отраженный свет звезды на меньший, подвижный парус, оснащенный двигателем. Это станет источником энергии для измерения траектории небесного камня. В НАСА подсчитали, что для отклонения апофиса с орбиты хватило бы пару относительно небольших парусов. Их планируют изготовить из углеродного волокна, пластика или покрытой алюминием пленки типа PET. Эти изделия доставят к астероиду и развернет там маленький зонд. Тот же апофис фигурирует еще в одной, наверное, самой необычной, но довольно простой в исполнении разработки. В НАСА предлагают отогнать астероид с помощью таких себе зеркальных пчел. Для реализации проекта в космическом агентстве хотят использовать множество небольших зондов, оснащенных зеркалами. Они могут роиться вокруг опасного астероида, наклоняя свои зеркала так, чтобы фокусировать солнечный свет на крошечном кусочке поверхности небесного тела. Лучи будут плавить камень и металл, создавая струйный шлейф перегретых газов и обломков. Эти гейзеры послужат своеобразным реактивным двигателем, который скорректирует орбиту астероида. Физики Калифорнийского университета, в свою очередь, не считают обязательным перехватывать астероиды на дальних рубежах. Изменить их орбиту можно с помощью луча гигантского орбитального лазера. Нет, не настолько большого, чтобы сжигать астероиды, подобно звезде смерти из «Звездных войн». Такой технологии у нас еще не существует. Зато человечеству вполне по силам построить лазер мощностью 1 гигаватт. По подсчетам ученых, устройство может выжечь нужный участок поверхности небольшого размером до 100 метров астероида. Этого хватит, чтобы отклонить орбиту большого небесного камня примерно на 2 земных радиуса и избежать его столкновения с нашей планетой. Но самым эффективным ученые считают все же кинетический удар и уже реализуют такой вариант. В сентябре 2022 года во всем мире в реальном времени наблюдали за тем, что происходит на расстоянии почти 11 миллионов километров от Земли. Космический аппарат НАСА DART размером с холодильник подлетел к двойному околоземному астероиду Дидим. Но зонд интересовал относительно небольшой спутник этого небесного тела – Диморф, диаметром примерно 170 метров. Целью запуска зонда было лобовое столкновение с Диморфом и изменение его орбиты по отношению к Дидиму. DART влетел в небесный камень со скоростью примерно 22,5 тысяч километров в час. В результате удара выделилась энергия, эквивалентная взрыву 5 тонн тротила, что привело к выбросу материи астероида в космос. Процесс создал реактивную тягу и передал дополнительный импульс Диморфу. Причем заранее точно рассчитать нужную силу удара без предварительного изучения состава и структуры небесного камня было невозможно. В НАСА решили рискнуть, и все получилось. Период вращения спутника вокруг Дидима сократился на 32 минуты, а скорость упала на 2,7 мм в секунду. Этого оказалось достаточно, чтобы изменить орбиту небольшого Диморфа. Но что, если астероид окажется намного массивнее или его обнаружат слишком поздно? Тогда понадобится быстро и кардинально изменить его орбиту, например, ядерным оружием.
Но нужно учесть, что атомный взрыв в космосе совсем не похож на атмосферный. В пространстве вокруг астероида, скорее всего, не будет газа для формирования мощной взрывной волны. Устройство воздействует на глыбу лишь вспышкой света, рентгеновского излучения и потоком нейтронов. Все три поражающих фактора разогреют поверхность астероида и испарят ее на небольшую глубину. Процесс работает как ракетный двигатель. Испаренная порода толкнет небесное тело в сторону, противоположную взрыву. Тем временем уже поступило предложение применить в качестве ударника не космический корабль, а другой астероид. По подсчетам авторов идеи, подобный бильярд будет почти на 2 порядка эффективнее. Также с целью изменения орбиты астероида хотят использовать электромагнитную катапульту, лазерную пушку, ударно-волновой излучатель, гравитационный тягач. Все способы имеют достоинства и недостатки, а также требуют дополнительной доработки. Однако очевидно, что война с агрессивными астероидами набирает обороты, и мы будем внимательно за ней следить. Но наше космическое путешествие на этом не заканчивается. Мы немного отойдем от образа злых и агрессивных небесных скал и взглянем на астероиды с другой стороны. Они бывают уникальны, неповторимы и полны потрясающих космических тайн. Среди астероидов встречаются гиганты диаметром более 500 километров, подобно Весте. Но есть и малютки, размером в 2 метра, как 2015 ТС-25. Некоторые имеют форму шара, однако это скорее исключение. Большинство астероидов похожи на обычные камни неправильной формы. Порой они напоминают картофелины с глазками в виде кратеров или шершавый продолговатый арахис. А самые редкие можно сравнить с огромными гамбургерами, потому что они вращаются в связке с одним или 2 спутниками. Еще принято считать, что все астероиды черны как уголь и не видны в космической темноте. Действительно, 75% из них именно такие. Зато оставшиеся могут порадовать космических путешественников чудесным шоу, пылая в небе, подобно звездам. Самым ярким среди астероидов считается Веста, и она единственная из всех почти всегда видна с Земли невооруженным глазом. К тому же это одно из крупнейших небесных тел главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр гиганта составляет 525 километров. Температура на астероиде меняется по сезонам. От минус 190 градусов Цельсия зимой до минус 3 градусов Цельсия летом. Но Веста не всегда была такой холодной. В начале своего формирования она имела горячее железное ядро, которое частично расплавило каменную мантию. С течением времени ядро остыло, и в мантии образовалось большое количество минералов. Поверхность Весты подверглась нескольким масштабным атакам, оставившим после себя кратеры протяженностью в сотни километров. Подтверждением служат найденные на Земле метеориты, которые покинули астероид после мощных столкновений. Войны с кометами создали на Весте причудливый ландшафт, и в ее ледяном мире космических путешественников ждет много интересного. Самая заметная деталь на поверхности астероида – огромный ударный кратер Риа-Сильвия. По различным оценкам, кратер имеет диаметр от 475 до 500 километров. Это бездонная пропасть, которая воронкой закручивается вглубь астероида на 20-25 километров. Риа-Сильвия считается одним из самых глубоких кратеров в Солнечной системе. Его окружают настоящие горы, и наиболее высокая из них вдвое превосходит Эверест. Еще на экваторе астероида можно увидеть целую систему удивительных желобов. Астрофизики считают, что это тоже результат столкновений Весты с другими небесными телами. Самый протяженный желоб – Дивалия, имеет длину 465 километров и практически опоясывает астероид. Он уходит на глубину в 5 километров. 60-километровый астероид главного пояса Аспарина, который астрономы открыли еще в 1885 году, тоже очень живописный. Ученые зачастую называют его изумрудной кометой. В реальности мы не найдем там драгоценных камней. Астероид покрыт оливином, ярко-зеленым минералом. Из-за большого расстояния от Земли цвета не передаются, и мы можем видеть Аспарину лишь как белую точку на небе. Оливин формируется при высоких температурах от 1000 градусов Цельсия, минерал из силикатов и железа. Этот минерал просто космический. Астрофизики находят его на многих небесных телах.
Например, оливин является одним из основных компонентов лунного реголита. А вот Психея-16 вполне вероятно настоящий Клондайк. Она находится в поясе астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Это огромная металлическая глыба радиусом 113 километров. Какие сокровища она скрывает? Астрофизики допускают, что Психея имеет в своем составе много золота и даже платины. Их хватит, чтобы превратить в миллионера каждого жителя нашей планеты. Но больше всего, конечно, в составе Психеи обычных металлов – железа и никеля. Именно они бесценны для исследователей. Ученые предполагают, что Психея имеет железное ядро и каменистую мантию. В результате извержений уникальных ферровулканов железо попадает на поверхность астероида, покрывая его металлической корой. Под рукой гипотезе Психея – это голое железное ядро планетного тела, а ее каменистая кора и мантия разрушились в результате древнего столкновения. Все точки над «и» здесь должен расставить космический аппарат «Психея». Он запущен 13 октября 2023 и через 4 года достигнет цели. Если вторая теория подтвердится, то исследователи впервые смогут изучить ядро планеты. Это, среди прочего, позволит понять, сколько драгоценных металлов в самом центре Земли. Астероиды вообще могут открыть нам многие страницы истории нашей планеты. В 2018 году ученые изучили данные корабля НАСА «Даун», который вернулся после миссии в главном астероидном поясе Солнечной системы. Им удалось выяснить, что мир карликовой планеты Церера наполнен сложной органикой и большим количеством льда. Также, возможно, на ней есть активные вулканы, которые извергаются солью. Органические молекулы на Церере были обнаружены у кратера шириной примерно 50 километров, оставшегося после удара большого астероида. Сейчас ученые пытаются точнее определить происхождение этих молекул. Одна из версий состоит в том, что органику на карликовую планету доставили богатые углеродом астероиды. Молекулы могли продолжить эволюцию в подземном океане, который предположительно скрывается внутри Цереры. И, может, космические дайверы найдут в водах Цереры простые формы жизни. Астероиды таким же способом могли доставить органические молекулы на Землю. Тогда их можно назвать как бы нашими прародителями. Звучит просто нереально, но ученые находят все новые подтверждения этой версии. В октябре в НАСА огласили первые результаты исследований образцов с астероида Бенну. Материал оказался насыщенным водой и богатым углеродом, из которых в основном состоит все живое на нашей планете. По словам ученых из Университета Аризоны, это открытие является косвенным подтверждением гипотезы, что жизнь занесена на Землю из космоса. Исследователи продолжают изучать материал, из которого состоит Бенну, и надеются на новые открытия. Они, в частности, хотят найти в образцах более сложные органические соединения, что подкрепит версию об астероидном происхождении жизни на Земле. А недавно исследователи из Тюбингенского университета в Германии выделили селен из пород земной мантии. Идентичное по составу вещество находили в метеоритах и астероидах из внешней части Солнечной системы. Но селена в мантии Земли быть не должно. Его притягивает железо, и в ранний период нашей планеты это вещество опускалось в богатое железом ядро. По мнению ученых, именно космические камни из дальних уголков Солнечной системы доставили на Землю летучие вещества, необходимые для органических молекул, в том числе селен. Только так после образования ядра он мог попасть в мантию Земли. Также астероиды, вероятно, принесли нам большое количество воды и углерода, из которых состоит все живое. Около 60% воды, по одной из гипотез, тоже с астероидов. Немецкие ученые считают, что это единственный способ возникновения наших океанов. Небесные глыбы, которые, вероятно, все это подарили Земле, сейчас от нас далеко. Они находятся на краю Солнечной системы, за поясом астероидов в пределах орбит Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. И кто знает, возможно, именно они в далеком будущем спасут жизнь, которую в некотором смысле породили. В этот раз астероиды послужат своеобразным Ноевым ковчегом для человечества. Через миллиард лет Солнце начнет нестерпимо палить, превратив наш мир в кусок угля.
Чтобы не погибнуть, людям придется перекочевать подальше от светила. И, возможно, вместе с планетой. Для этого, как предполагает ряд ученых, можно запрячь какой-нибудь из 100-километровых астероидов, которые курсируют между Солнцем и Юпитером. За 1 миллион лет небесный тихоход доставит нашу планету в безопасное место на 75 миллионов километров дальше от Солнца, чем сейчас. Конечно, сегодня проект кажется фантастическим, но, возможно, в будущем он станет реальным. И однажды какой-нибудь добрый каменный самаритянин в самом деле подарит нам вторую жизнь на окраине Солнечной системы. Вместе с тем терять бдительность тоже нельзя. Раз нам угрожают какие-то астероиды, в отличие от динозавров, мы должны отразить атаку. Для этого ученые готовят новые миссии по изучению состава, орбит астероидов, их поведения и возможностей. В 2024 году Евросоюз планирует отправку малого искусственного спутника, который называют CubeSat, для исследования небольшого, примерно 100-метрового астероида. Точный кандидат для миссии еще не определен. В том же году в космос полетит японский аппарат. Его маршрут уже известен. Зонда запустят к астероиду Фаэтон. Тем временем НАСА обнародовала десятилетнюю стратегию, направленную на защиту Земли от столкновения с астероидами и кометами. План включает 6 ключевых направлений, таких как усовершенствование NEO Surveyor, камеры для наблюдения за околоземными объектами. Кроме того, будет продолжена разработка технологии для уничтожения опасных небесных камней, подобных миссии DART. Многие жители Земли тоже не игнорируют астероидную угрозу. Действуют, конечно, все по-разному. Кто-то скупает места в бункерах, где надеется пересидеть возможный апокалипсис. Но мы же имеем для этого больше возможностей, чем динозавры. Но сотни астрономов-любителей по призыву НАСА помогают ученым круглосуточно мониторить небо в поисках каменных киллеров. К инициативе уже присоединились Ассоциация любительских астрономических клубов «Сеть ночного неба», Ассоциация наблюдателей Луны и планет, Астрономическая лига. Динозавры бы позавидовали.